Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх відео я показав вам, як потрапив на територію зони і мій шлях до першої стоянки, також зустріч сталкерів та легендарну станцію Дуга. Сьогодні ми прямуємо до ЗРК Волхів. Итак, мы покинули пределы РЛС Дуга. Сейчас направляемся в сторону наших рюкзаков и будем идти на ЗРК Волхов. Идем со стороны Дуги и видим, под бесконечкой идет группа сталкеров. Вот так вот и встречаются сталкеры в зоне. Пару слов про вашу тяжелую жизнь. Ой, очень тяжело. Миша? Здорово. Миша? Миша? Ребят, вы куда, на Дугу? Нет. На Волхов? Туда. Вы куда? На Волхов. Ми рухаємось далі. Ми зустріли групу сталкерів і вирішили йти разом на Волхів. До нього звідси залишалось близько 5 кілометрів, але по сильній спеці ці 5 кілометрів здавалися як цілих 10. На додачу у нас скінчилась вода, і просто життєво необхідно було дістатись Волхова, де можна набрати воду і відпочити у холодній бетонній казармі. На одному з привалів нам стало погано, тож група пішла на Волхів, а ми їх наздоганяли. Недалеко від Волхова нами зацікавились коні Приживальського. Потеряв відеоіскателя. Ага, єсть. Та похуй, та що ми зробимо? На дерево заліземо чи що? А це борщ чи ні? Свисти йому, блядь. Він може і копитами забити. Чувак. Да? Чувак, блядь, ти що, їблан? Ні, йдемо, нам Не можна йти. Не показуй, що ти боїшся. А? Так що, нягати чи що? Блядь, зуби свої такого. Він думає, що робить. А, вони хочуть пройти, блядь, понял? А, так ідемо? Ага. Чекай, я хочу сторіти, не останній. Може Чекай, я хочу останній. Короче, потім нас знімають. Це, напевно, моя остання історія. Ладно, відео затягнеться, але на нас дивиться гарні коні, правда? А там з ними поні ще маленькі, от тому й вони агряться. Зенітно-ракетний комплекс Волхів – одне з важкодоступних місць зони відчуження. Не дивлячись на те, що він знаходиться в 5 кілометрах від станції Дуга, дорога до об'єкту повністю заросла і привалена буреломом. Волхів – це колишня військова частина протиповітряної оборони Української РСР. Цей дивізіон охороняв небо над Чорнобильською атомною станцією, містом Прип'ять та об'єктом Дуга. Об'єкти стратегічного характеру у цій місцевості до катастрофи на блоці. Сам об'єкт до нашого часу зберігся погано, але для сталкера він має стратегічний характер. Тут можна поспати та набрати води. Саме заради води ми прийшли сюди у цьому поході.
Тоді була сильна спека, і наші запаси скінчились ще до підйому на дугу. Впрочем, со времен Нового года в Чернобыльской зоне отчуждения здесь совсем ничего не изменилось. Волхов все так же заросший, несмотря на то, что здесь прошелся масштабный апрельский пожар в 2020 году. Кстати, сталкеры сделали здесь импровизированную сушилку, и хочу вам сказать, эта штука реально хорошо работает. Мы вот постирали вещи в колодце и будем идти чистые. Сейчас предлагаю пройтись до плаца. В прошлый раз я снимал так рвано, потому что не было особой памяти на телефоне, да и на экшн-камере. Сейчас я в этом плане относительно свободен. Импровизированной лавочки сталкеров уже нету. Тут сушатся мои берцы, потому что на рассвете была дикая и беспощадная чернобыльская роса. И вот тут вот немножко пройтись, мы выходим до плаца ЗРК Волхов. Сейчас, конечно, трудно разглядеть, что это плац. Я бы, если не знал, наверное, предугадал, что это какая-то стоянка была, но вот это вот место, это плац, где солдаты маршировали. Получается, это бетонка, которая выводит до центральной дороги. С той машины подъезжали на Волхов. Всякие ЗИЛ-131 и прочее. Если пойти вот этой вот дорожкой туда, то мы выйдем до бункера на ЗРК Волхов. Ну, я пока что предлагаю посмотреться в казармах, где мы, собственно, сегодня спали. Я вот чувствую, что не зря встретил сегодня ночью в домике лесника сталкеров. Без них в соло мне было бы сюда трудно дойти, потому что ноги у меня стерты в хлам. Иду, едва ковыляю без рюкзака. То есть, что было бы, если бы я сюда в соло добирался, не знаю. Заходим внутрь казарм на ЗРК. Значит, здесь уже отметились вандалы. Название всем известного вируса написали на стенке. Тут уже довольно-таки темно в это время суток, и без фонаря особо ничего не разглядеть. Так. Вот эта вот комната. Она используется сталкерами для ночевли зимой. В принципе, по росписям все это дело легко узнается. Вот, кстати, аналог сталкерського творчества. Не може бути більшого абсурду та гіршої послуги людству, ніж заявити, що всі люди рівні, адже очевидно люди не рівні. Короче, можете поставить на паузу и прочитать полностью, кто понимает украинский язык. Иногда на привалах интересно читать это творчество. Тут вот такой вот чернобыльский паук суровый. Даже не знаю, что это, черная вдова или молодой тарантул. Ну и в этом месте были, получается, двери от разных комнат. Сталкеры использовали их вместо карематов. Сейчас мы, в принципе, из этой комнаты перенесли все в вот это вот место. И
Когда в прошлый раз я снимал эти казармы, мне вот писали в комментариях, что мне надо сходить в армию, чтобы ориентироваться в таких вот объектах. Но, в принципе, тут и так довольно все понятно. Вот товарищ подсказывает, что это главная комната казарм. По левую сторону были кровати и по правую. А посередине они типа шиковались, да? Ага. Вот такие вот дела. Кстати, вот эти вот остатки на стенах напоминают, что тут все было в батареях чугунных, которые кто-то уже добротно выпилил на металл. Посередине главной комнаты ничего не изменилось. Вандалы рисунок не затронули. Солдат все так же держит в одной руке звезду, автомат Калашникова. Ну вот получается наше спальное место на сегодняшний день, который мы сделали минут за 15. Двери от помещений ЗРК Волхов. И вот так вот мы на песочке себе спим. Ну вот в единственном помещении нашел чугунную батарею, которая дает нам понять, как это все выглядело на Волхове. Они были покрашены вот в такой вот, можно сказать, ядовито-салатовый цвет. Так, стенка. Здесь была опись фурнитуры, ну и в принципе всяких разных таких вот вещей. Кто-то из сталкеров оставил здесь кроссовки, поэтому если нуждается кто, приходите на ЗРК. На полу разбросано что-то типа проводки, вот такие вот компоненты от запчастей. Я не радиолюбитель, поэтому, если честно сказать, что это вам не смогу. Но знатоки, welcome в комментарии. Что-то похоже даже на счетчик Гейгера дозиметра ДП5. А вот это щитовая, которая, как я понимаю, разводила проводку по всему зданию. Как вы видите, хотя бы проводка здесь еще осталась. И это у нас алюминий. Все из алюминия, меди в то время не использовали. Если пройтись дальше по зданию, тут сохранности в принципе никакой мы не увидим. Даже потолок уже потихоньку подтекает. Вот это была сталкерская комната, которая превратилась в такое вот место. Что самое интересное, на окнах решетки были, чтобы всякие нарушители не смогли проникнуть внутрь здания казарм. Но тут также сохранности мы никакой не увидим. А на полу виднеется характерная для чернобыльской зоны картина. Это мох. Здание уже цветет и со временем приходит в негодность. Ну и, конечно же, рушится. На стенах вон грибок растет. Вот эта вот комната в более-менее хорошем сохране, но также протекает. Опять же, характерный мох в местах подтеков, но выглядит более-менее так ухоженно. Если тут убраться, то вполне себе можно ночевать. Вот эта вот пристройка, это гаражи
которой находилась военная техника ЗРК «Волхов» и водонапорная башня. Боевая задача взвода управления. Не допустить скрытого входа воздушного противника в зону обнаружения РЛС на предельно малых и больших высотах под прикрытием помех. Такие вот дела. Такие вот боевые задачи стояли у солдат, которые проходили здесь военную службу. Кстати, возможно, кто-то из зрителей даже узнает место прохождения своей воинской службы. На учениях, как в бою. Тоже стенд был с какой-то информацией, которая к нашему времени уже не сохранилась. Лампы и то все повыдирали. Лишь часть проводки здесь висит. Ну и больше-то ничего не осталось. Маломальски ценные тут выдерли. Полиция никогда не приезжает в это место, поэтому мародеры поорудовали тут знатно. Схема какой-то двигательной установки. Техника безопасности. Очень сильно выцвел стенд. В общем, в радиусе 80 метров от каждой пусковой установки не должно быть каких-либо предметов, камней, которые могут быть отброшены струей изделия и могут привести к травме. Вот еще один стенд, который здесь висел. Учение пусковая установка СМ-90. А вот из этой комнаты можно попасть в что-то типа прачечной, насколько я понимаю, так как характерная, так по характерной плитке это сужу. Возможно, это были просто туалеты, возможно, что-то связанное с кухней. Входить сюда нужно с совсем другой стороны. Из-за сильных потеков здесь тоже чернобыльский мох растет. Как я уже упоминал ранее, характерная картина для заброшек в здешних краях. И здесь появились сталактиты. На полу это очень характерно и заметно. То есть вот такая вот штука, довольно твердая. Что касается самих ракетных установок, которые были на ЗРК «Волхов», то здесь давно ничего не осталось. Позиции, на которых они находились, сейчас очень сильно заросли, и все это находится в районе вот этого вот бункера на ЗРК «Волхов». Сейчас через казармы по бетонке я туда пройду и покажу вам место позиций пусковых установок, которые защищали Чернобыльскую атомную электростанцию от возможной воздушной тревоги, типа «Ахтунг», ракеты с Америки летят на территорию Советского Союза. И вот так вот прямо по этой бетонке мы выходим в сторону бункера и ракетных позиций на ЗРК «Волхов». Место, кстати, пожар не затронул, хотя буквально немного через дорогу сосны уже черные. То есть повезло немного. Я вот думаю, пройди огонь чуть дальше, вот в ту сторону, то уже бы казарм здесь не было, и пришлось бы ночевать либо в бункере, либо искать совсем другие локации на ночевлю. В той стороне находится еще одна дорога. Это подъезд к ЗРК «Волхову» со стороны РЛС «Дуга». Над Чернобыльской зоной потихоньку собирается закат. Погода очень хорошая, если честно. Хотелось бы уточнить, что я шел
рассчитывая на то, что здесь будут дожди, и поход будет в 2 раза сложнее. Но сейчас над зоной днями и ночами стоит штиль, жара. Возможно, градусов по 29-30. Я вот поставил берцы туда на бетон. Они уже, по идее, высохли и даже пересохли. Стали дубовые еще. Чтобы их расходить, надо будет потратить кое-какие ресурсы сил своих ног. Ну, да ладно. Еще одно здание находится на территории Волхова, уже в раздостроенном состоянии, поэтому, я думаю, никакого интереса оно не представляет. Разбросанные бетонные плиты, видимо, для установки какого-то фундамента или, наверное, постройки бетонки, типа вот такой вот дороги. Честно, уже предназначение их угадать сложно. Меня вот ругали за то, что я не показываю радиационный фон в окрестностях. Сейчас замер идет исключительно по гамме, то есть крышка фильтра установлена. На расстоянии 1,5 метра от земли фон в районе 56, 60 даже, возможно, до 100 микрорентген в час доходит. Просто ему нужно время для того, чтобы отмерить все это дело. Сними крышку бета-фильтра, я думаю, будет совсем другая ситуация здесь. Что, в принципе, и требовалось доказать. То есть территория АЗРК Волхова немного грязна в радиационном плане. То есть если установить крышку обратно, фон начнет падать. И это у нас чистая гамма показывается. Гамма-излучение особо сильно... Гамма-излучение считается одним из самых опасных, так как это проникающее излучение. Поэтому стоит учитывать именно его. На бету особо сильно не смотреть, потому что подошва, одежда, все прочее, оно глушит бета-излучение. Я так понимаю, что иногда сюда заходят кабаны. И место такие довольно стрёмное для одиночного похода в Чернобыльскую зону. По территории, кстати, разбросаны всякие запчасти. Но вот по гамме оно не фонит. Это хорошо. Если будет какой-то ахтунг, я, ребят, дам вам знать, потому что иду как раз таки с дозиметром. И вот, кстати, сам того не заметил, вышел на территорию бункера. То есть насколько сильно оно все летом тут отличается. Зимой мы шли, никаких особо зарослей не было, только елочки вот такие вот маленькие росли. Сейчас все это дело разрослось, буйствует природа. А после пожара вот в тех вот лесах растет молодняк, много новой травы, свежей такой. То есть тут вот оно все сухое, а там прям такой свежак. Идти иногда неприятно, потому что растет малина. Значит, что касается позиций ракетных установок. Они были вдоль бункера на ВНЗ Круг. То есть в той стороне, в той, и вот так вот там, и еще там. Здесь, насколько я понимаю, этот бункер использовался либо под склад, либо под еще какие-то нужды. Если честно, не знаю, потому что в интернете о Волхове очень мало информации. Есть только его название, кто здесь служил, ну, то бишь ракетные войска. Что касаемо радиации, то уже по гамме чисто. 200 здесь почти было.
То есть местами то поднимается, то падает. Вот, мох. Это, насколько я... Это, ребят, напоминаю, чистая гамма. Снять крышку, будут совсем другие показания. Что-то около 600, возможно даже 700 микрорентген. То есть полмиллирентгена. А сейчас я снял бета-фильтр. 1 миллирентген. 1,5 миллирентгена. 1800. 2. И в зашкал. Суровый чернобыльский мох. А вот и само помещение бункера ЗРК Волхов. Тут вот такая вот герма, которую, наверное, уже и не сдвинуть с места. А нет, кстати. Немного-то таки шатается. Значит, что бы хотелось вам рассказать по поводу бункера. Для каких нужд он использовался, в принципе, я не знаю, в интернете информации нет. Тут уже знатоки ракетных войск, пишите в комментарии. Но уж что касается нынешнего состояния, то расскажу вам с удовольствием. Значит, вот эта вот полочка используется сталкерами для того, чтобы предлагать так называемый бартер. То есть кому-то что-то не нужно, он оставляет здесь свои вещи, кто-то приходит, ему, например, понадобился доширак, либо консерва. Он забирает и свое ненужное ставит вот сюда, на эту полку. Такой себе своеобразный бартер. Это, насколько я понимаю, импровизированный душ, чтобы здесь мыться. Хотя в связи с радиационным фоном, который на этом песке, который от этого костра фонит, я бы, наверное, здесь не мылся, а прошелся туда до пожарного резервуара и уже той бы водой нормально ополоснулся. Кстати, что интересное, вот есть череп какого-то животного, и в зоне кости животных сильно фонят. Это гамма. Но стоит переключить крышку на бету. Вот, кости животных животные питаются всякой травкой, всем прочим, тем самым заражают свой организм цезием и стронцием. Все это впитывается им в кости и фонит потом по бете. То есть вот такие вот дела. Вот это вот лавочка, на которой сталкеры сидят. Ну и, конечно же, импровизированный столик. Ну и больше ничего в Волхове интересного нету. Тут в лесу еще есть сгоревшая заброшенная техника, но она уже никакого интереса из себя не представляет. Помещение очень темное. По вот этим вот ступенькам можно выбраться наверх. Все сразу же вспоминают сталкер. Опа! И ни радиации, ни мутантов тебе.
Я нахожусь на втором этаже бункера ЗРК Волхов. То есть тут есть вот такое вот еще помещение. Из которого непонятно зачем мне торчит канат, пропитанный какой-то смолой. Ну и что-то типа окошко, за которым просматривается лес. Дозиметр почему-то начал беситься. 43, 48 по гамме. То есть тут фонит бетой. Ну вот такой вот он ЗРК Волхов. В принципе, особо тут уже и нечего смотреть. Либо разворовали давным-давно, либо это все пришло вот в такое вот достроенное состояние. Кстати, вот нашел помещение. В помещении место, где фонит всего лишь 25 микрорентген на уровне головы. В принципе, нормас. Аж даже приятно. Кстати, вот это вот помещение навело на мысль о том, что здесь было что-то типа сервиса для автотранспорта, который либо стоял в этом помещении, ну, либо приезжал, как-то заезжал сюда. Честно, не знаю, наверное, заезжали они через центральный въезд, через гермодверь. Тут вот была эстакадка, сюда заезжала машина, и техник уже внизу там работал. Хотя, опять же, не знаю. А вот это задняя сторона бункера на Волхове. И, как я понимаю, его состояние с каждым годом все хуже и хуже. Со временем он упадет уже. Местные сохраны, какие-то бочки, запчасти, еще непонятных запчастей. Ну и вот тут вот, кстати, целый склад с этими запчастями, всякие пружины и прочее. Это все сейчас металлолом, но раньше... Это все сейчас металлолом, который не представляет никакой ценности, но раньше все это ценилось, поэтому мародеры здесь и воровали. Пройдя за вот эту вот гермодверь, можно выйти до ступенек, которые вводят наверх в ЗРК Волхова. Знатоки игры Сталкер, это часть видео для вас. Думаю, многие узнают местность. То есть я сейчас на крыше ЗРК Волхов. Солнышко постепенно уходит за горизонт. Это значит, что скоро нам придется готовиться к переходу на третью очередь строительства Чернобыльской атомной электростанции. Вот это получается я на крыше бункера. Конек бункера на Волхове выставлен из вот такого вот кирпича, типа как мосты виадуки делают. То есть довольно-таки интересно на это все понаблюдать. Кстати, если пройтись туда дальше, заметил такую интересную штучку.
типа как крепления, выставленные из камня. Непонятно, что это, но выглядит интересно. Суровая чернобыльская комара не дает покоя. От них и отбивайся, не отбивайся, толку ноль. Они дальше слетаются всюду, на объектив, куда только не норовят попасть. Неприятная штука. Кстати, я вот совсем забыл вам показать, насколько сильно фонит здесь костер. Я уже сразу вот переключил режим измерения до 20 миллирентген в час. Сейчас, например, фон 250 микрорентген в час. Стоит только приподнести к костру, как оно сразу же начинается. Полмиллирентгена. Ну, 1000 уже есть. Я было дело раньше, здесь мерил костер, то там около 4 милликов было. Сейчас я как понимаю, эти частицы то ли улетают куда-то с костром, то ли их ветром куда-то сдувает. В общем, место реально небезопасное в радиационном плане, этот Волхов. Но зато здесь хорошо можно отдохнуть. Ну что, буду я потихонечку отправляться в сторону казарм. Волхов мы с вами посмотрели. Дело осталось за малым. Посетить город Припять, в третью очередь, и левый берег. В общем, поход реально еще не успел толком начаться, как уже довольно-таки насыщенный. Видно, нормально. Теж щось видно там? Попробую зазумити. Огоньки нормально фокусує, давай. Охуєнно. Давай комари сидять в кущах. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та вподобайки. Біля мікрофону був, як завжди, Мішаня. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!